Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем видео. Хотел показать другого теленка, но наша красавица решила тут попозировать немного в камеру аж. Язык свой сует, язык. Вообще хотел показать, тут у нас курочка сидит, нестись собралась. Красавица сидит. Мы там придумали в другом месте гнездо, но она не захотела, ей не понравилось, решила сесть здесь. Да? А, белка? Белка. Наш теленочек маленький. Это, кстати, теленок, который коровы, у которой был мастит. Любит она меня трогать, когда особенно здесь стою. Так, вот сегодня та коровка лежит. Кстати, она потихоньку начала запускаться. Еще молочко, правда, есть, но теленок подсосный. И когда она к нему боком поворачивается, он высасывает у нее молоко. Хотя она, по идее, и доилась, и подсосная. То есть она у нас универсальная коровка. Но доить мы ее перестали. Сейчас она чисто получается по своему желанию, когда хочет, теленку повернется, и он высосет у нее молоко. Я вчера проверял, как вы знаете, мастит у нее уже прошел, слава богу. И туй, хватит лезть, меня трогать. И получается, молоко, вымечка у него уменьшилась, но у него немного остались внутри вымени, как комочки. Но я думаю, может со временем это уйдет. Укусила она его. Скажет, не лезь в мое пространство. А я зашел, думаю, что он там-то смотрит, ему все интересно. Все высматривает, выискивает, да? Так, подожди, речь сегодня не о тебе. Пойдем дальше. Сегодня речь, по идее, мы поговорим о другом нашем теленке. Это наша, вот она, Милка. Да, Милка? Милка. Да, красавица наша. Похудала, бедная. Стоит здесь в тени. Еще рядом стоит большая телка, видать, кушать ей толком не дает. Она, когда осенью пришла, шугала ее постоянно. И она ее боится. То есть сено ложим, она сначала съест у себя. Точнее, сначала у Милки, потом еще у себя. А эта бедная стоит, рот разинув. Да, красавица. Ну, у нас проблема в том, что этот теленок у нас простыл. То есть мы выпускаем, когда на улицу, видать, его где-то продуло. Он у нас заболел. Ну, температуры у него ничего нету. Но у него есть кашель. Кашель, поэтому мы нашему теленку прокалываем ветбицин. Ну, по простонародье говоря, бицилин. Теленок у нас не совсем маленький, то есть получается уже, считай, почти год. Ну, не почти, а год, по-моему, это февральский теленок. Но и в данном случае я хотел поговорить именно о каком бицилине применении. То есть получается, если мы для нынешних телят там 2-3 месяца, ну до 4 месяцев, мы для именно из вариантов антибиотиков мы применяем в основном пенициллин. То есть он более-менее щадящий по сравнению, и там как бы меньшая доза именно антибиотика, да. А если уже вот для таких вот от года, ну где-то от 6 месяцев, скорее всего, ну 5-6, ну смотря теленка еще 5-6 месяцев, мы начинаем уже давать. И вот до года, ну не только до года и старше, мы применяем для них уже, как сказать, более помощнее. Бицилин помощнее, чем пенициллин. И у него объем, как бы, как, я даже не знаю, как это называется. Я знаю, что 1,5 миллиона единиц. То есть вот этих специальных. Короче, доза антибиотика у него 1,5 миллиона единиц. В данном случае мы телке вот прокалываем вот это. То есть у нее есть кашель. Сейчас получается он уже поменьше. Но бывает, что она откашливается. Может от плохого сена. Может где-то ее продуло. Так как они, говорю, они днем выходят на улицу. Все равно мы их выпускаем для того, чтобы они немного походили. Бицилин. Для тех, кто не знает, бицилин это антибиотик.
широкого спектра действия, если не ошибаюсь. И данную этот антибиотик можно, в принципе, ну, как мы применяем при, вот я сказал, при каких-то кашлях, при простудах. Также для животных мы применяем так, для чего мы еще применяем? Ну, антибиотик, да, ну, понятно, это при заражении, да, все понятно. И еще часто у телят бывает, что как бы, как правильно сказать, как бы неправильно сказать, а как диарея, при диарее. То есть телята бывают поносят. Ну, чаще всего это нынешние телята, да. То есть мы сразу первым же делом, если увидели, что у теленка неправильный стул, то есть плохой, да, он немного с запахом или что, мы вот применяем для нынешних телят, особенно когда бывает перепоет или чем-то комбикормом перекормить, да, то есть мы применяем для них пенициллин, то есть то же самое антибиотик, а для таких вот побольше мы уже применяем бициллин. Применяется он внутримышечно. Ну, в данном случае можно проколоть в шею, в шейную часть, да, вот здесь, в шейную часть, где больше всего мышц. Можно проколоть бедренную часть. То есть здесь тоже как бы больше всего мяса, да, поэтому в эту часть мы и колем. В шейную часть, честно, я не практиковал. Ну и в шейную часть бывает, что где-то можно попасть в вену, поэтому я туда не колю, стараюсь туда не лезть, не пробовал. То есть есть ли возможность проколоть ее в бедренную часть, да, ягодичную. То есть я туда в эти мышцы колю. Вот она немного боится. Сегодня кололи, и уже она тоже не дурочка, да, понимает. Ой, раскудахтались. Не нравится им свет от моей камеры. Чё кудахтишь? Выйти не может. Вот. Как колоть? То есть бициллин у нас идет именно порошковый. Порошковый бициллин. Мы разводим его раствором для инъекции. Ну, натрия хлорида, допустим, или физраствор. У кого что имеется. У меня в данном случае, по-моему, натрия хлорид дома стоит. Разводим где-то 5 миллилитров. 5 миллилитров для такого теленка, в принципе, будет достаточно. Разводим мы в флаконе бициллина. Затем даем немного постоять, то есть немного, чтобы растворился. Потом мы немного взбалтываем его, да, чтобы он растворился. И набираем шприц. Иголка здесь я применял уже толстую, потому что тонкую иголку уже теленку, ну вот я говорю, где-то от 4 месяцев у них кожа твердеет, немного становится поплотнее, да, у них уже ближе к взрослому. Поэтому обычно тонкая иголка здесь уже не проколешь. Я брал вот специальную толстую иголку именно для, ну, животных. В ветаптеке покупал и прокалывал. Иголку засаживал, она не сильно длинная, поэтому я ее засаживал целиком. Ну, в принципе, для нее это не сильно страшно. Конечно, это больно, неприятно, но колоть надо, да? Сами понимаете, что кашель это все равно может расти в хроническое, это тоже вредно для организма. Ну вот я сказал, 5 миллилитров мы прокалываем теленку именно вот в эту часть. То есть получается, в принципе, проколоть нужно 5 дней. Раньше мы кололи, ну, каждый день по одному уколу, да? То есть, в принципе, этого было достаточно. То есть, если какие-то симптомы были, которые, ну, заболевания, при которых необходимо было использовать антибиотики, мы кололи 5 дней подряд по одному разу в день. Но так как сейчас у меня нет особого времени, я здесь только на выходные, поэтому я колю. Вот колол я, получается, один раз в пятницу, потом суббота 2 раза утром, вечером и воскресенье 2 раза утром, вечером. То есть всего должно быть 5 уколов. То есть, в принципе, после 5 инъекций, да, животным должно быть лучше. Ну, не знаю, сегодня только
Сегодня воскресенье, у нас один укол сделал, второй сегодня вечером сделаю, и уже через недельку приеду и посмотрю. То есть раньше еще также поставить уже будет некому, поэтому будет ждать меня следующей недели. Если уже не пройдет, тогда мы будем дальше что-то думать. И уже, наверное, кого-то просить, чтобы в средней неделе прокололи ее хорошо. Ну, уже вроде бы самочувствие у нее получше. Так, что еще? Ну, насчет объема, да, 5 миллилитров раствора именно натрия хлорида добавляем и бицилин размешиваем. Колю я, получается, один раз в эту сторону, второй раз на следующий день в ту сторону. Вечер, получается, пятницу колол я с этой стороны, в субботу с той стороны, то есть, ну, все равно в одно место колоть это. Ей больно, все равно, еще остаточная боль у нее осталась. В субботу вечером я колю уже обратно сюда, то есть чередую местами, чтобы хотя бы немного в одно место не колоть и ей синяки с одной стороны не оставлять. То есть делать это хотя бы с двух сторон, чтобы не так ей было больно и возможность старому бицилину раствориться, а новому здесь только начинает растворяться. Вот такие вот у нас новости. Кстати, сейчас я... Так, ну-ка, подвинься, я выйду. Сейчас посмотрю. Так, а ты что сидишь, караулишь ее? Не знаю, для чего она сидит. Может, то, что съесть яйцо, или просто интересно эта молотка. Не знаю, ну смотри мне, чтобы яйцо не съели. У нас пока еще едят курицы яйцо. Ну, не знаю. Наша красавица это сидит. Ты что, поперхнулся или тоже кашель? Что тебе тоже прививку сделать? А? Правильно, не стоит. Так, красавица, несись. Яйцо, смотрите, не съешьте. Еще я хотел показать, как правильно размешивать именно натрия хлорид с бицилином. То есть любой препарат, а именно порошковый с... Сейчас мы выйдем на солнце. Порошковый с... Ну, с физраствором или натрия хлоридом, да? Для того, чтобы сделать раствор для инъекции. Здесь специально я оставил. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Так, сейчас. Вот такой. Сейчас мы камеру немного наведем. Что-то мне фокус сбился. Вот. Вот такой бицилин. Ветбицин 5. 1,5 миллиона единиц. Порошок для приготовления раствора для инъекций. Для того, чтобы перемешать, я сказал, что он порошком. Добавляем мы туда физраствор. И взбалтываем не вот так вот, да, как как мы перемешиваем обычно. А нужно вот так, смотрите, вот поставили, влили сюда физраствор. Ну или любой раствор для инъекций. Чем вы размешиваете натрия хлорид, я не знаю. Потом вот ставим вертикальное положение. И вот так вот крутящимися движениями мы размешиваем, чтобы не образовывались лишние пузырьки воздуха. Ну, я обычно делаю вот так вот, зажимаю в двух ладонях, и оно вот так вот у меня крутится, получается. Я вот так вот пару минут покручу, полностью растворится. Я аккуратно наклоняю, смотрю, осталось ли здесь у меня в конце, ну, внизу прилипшийся где-то порошок или нет. Если нет, я также аккуратно, я полностью, нет, не аккуратно, да, вот так полностью переворачиваю, вставляю шприц и полностью вытягиваю всю жидкость, всю смесь, которая получилась. Вот таким вот образом мы вытаскиваем всю жидкость. Также, когда, получается, берете шприц, если у вас шприц стянул воздух, то, в принципе, ничего страшного. Ну, думаю, перевернуть вот так шприц. Сейчас у меня нет под рукой шприца. Перевернуть шприц, нужно будет немного вот так вот постучать по нему, чтобы все пузырьки воздуха поднялись. Потом выдавить все пузырьки этого воздуха. И затем уже оставить только жидкость, и затем уже идти колоть. Также говорю, почему, ну, вот так вот нельзя мешать. Почему? Потому что, когда вот так вот вы мешаете, вся жидкость смешивается, вот эта смесь перемешивается с кислородом внутри.
и из-за этого создаются лишние пузырьки. То есть при попадании внутрь, если мышцы, сами понимаете, это нежелательно, так как нежелательно, так как получается, что при этом там остается воздух под кожей. Ну, для животного, конечно, это воздух там оставлять и под кожей, это, мне кажется, в принципе, ненужная вещь, так как этот воздух потом будет, ну, плохо будет выходить. Поэтому вот такое вот видео, в котором я, думаю, рассказал, показал, как нужно делать раствор для инъекции. У нас вот такое. Конечно, снимаю в основном где-то что-то, когда мы лечим или подобное. Ну, буду стараться снимать больше и положительных моментов из нашей деревенской жизни.